Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Приходит время, и мы задаемся вопросом, а что собственно сегодня посмотреть? И чтобы вы не тратили время на поиски, мы сегодня для вас подготовили подборку увлекательных, рейтинговых сериалов, которые точно сделают ваш вечер не скучным. Они есть в свободном доступе и отличном качестве в интернете. От вас взамен мы ждем всего лишь вашу подписку на наш канал. Это позволит вам и дальше получать информацию об интересных проектах. У тебя есть возможность поддержать нас донатами. Если ты готов это сделать, то найди ссылку в описании ролика или на главной странице нашего канала. Ну а мы поехали! Эта история происходит в маленьком городке Туманного Альбиона. Главная героиня в результате травмы на рабочем месте лишается части руки. Подавленная и одинокая женщина, выгуливая свою собаку на пустынном пляже, знакомится с темнокожим мужчиной. Там они случайно наталкиваются на потерпевший крушение рыбацкий катер, на борту которого оказывается большая партия кокаина. Но что стоит за этой находкой? Возможность легкого обогащения или быстрый способ умереть? Наши герои в этом видят первое. Они решают забрать наркотики себе, чтобы потом продать, а деньги поделить. История о лодке – это британский захватывающий триллер с элементами хорошего английского юмора, изобилующий драматическими поворотами сюжета и напряженными моментами. По своей атмосфере и стилю он чем-то напоминает известный сериал «Фарго». Хорошо проработанные персонажи, мастерство режиссуры и интригующий сюжет сделали этот сериал привлекательным для широкой зрительской аудитории. И пусть вас не пугает отсутствие громких имен среди актерского состава. Сериал действительно хорош, и его стоит посмотреть. Король Англии Карл I был казнен в 1649 году по приказу Кромвеля, а его сын, проведя многие годы в изгнании, триумфально вернулся на трон по приглашению парламента. Он вошел в историю под именем Карл II. Он застал страну истощенной многолетней гражданской войной. Ему приходилось балансировать между католиками, протестантами и представителями парламентских партий. Карл II прилагал все усилия, чтобы быть достойным королем. Однако Великая чума 1665 и лондонский пожар 1666 года поставили Англию на грань выживания. «Последний король» – это исторический биографический сериал режиссера Джо Райта. Среди его многих знаковых работ отмечу фильм «Темные времена», за роль Черчилля в котором Гарри Олдман был отмечен Оскаром как лучший актер. Актерский состав сериала тоже зачетный. Руфус Сьюэлл, которого зрители помнят по ролям в фильмах «Тристан и Изольда», «Иллюзионист» и многим другим. Хелен МакРори из «Острых козырьков» и еще много достойных актеров. Сериал состоит всего из 4 эпизодов, так что посмотрите, не пожалеете. «Медленные лошади» – так прозвали второсортный отдел для провинившихся агентов британской разведки. Руководит аутсайдерами деспотично-токсичный Джексон Лэмб. К нему в отдел попадает и Ривер Картрайт. Отныне опытный агент вынужден заниматься бумажными делами в офисе. Внезапно отделу дают возможность проявить себя в запутанном деле. Лэмбу и его подопечным придется принимать активное участие в раскрытии заговора. «Медленные лошади» – сериал в жанре шпионского триллера. В основу сюжета легла серия романов Микки Геррона «Слава башня». В актерской команде один из лучших современных голливудских актеров, оскароносный Гарри Олдман, которого мы прекрасно знаем по ролям полицейского в фильме «Леон Киллер» и «Зорга в пятом элементе». Также в сериале играют Джек Лауден, снявшийся в фильмах «Дюнкерк» и «Две королевы», Кристин Скотт Томас, номинантка на премию «Оскар» за фильм «Английский пациент», и Стивен Уоддингтон, наиболее известный по главной роли в исторической драме «Эдуард II». Премьера 4-го сезона ожидается в конце 2024 года. Также объявлено, что сериал продлен на 5-й сезон. Ранчо семьи Даттонов расположено в национальном заповеднике Йеллоустоун. Глава семейства Джон вполне добрый и миролюбивый человек, но это до тех пор, пока его родные не становятся объектами нападений влиятельных людей. Для увеличения своего капитала они хотят заполучить землю, принадлежащую главному герою. За предложением огромной суммы денег следует решительный отказ, и оппоненты прикладывают все усилия для создания условий для банкротства семьи. Джон делает все возможное, чтобы защитить свое ранчо от крупной корпорации. Йеллоустоун – это драматический сериал. Флагманом актерской команды является исполнитель главной роли оскароносный Кевин Костнер. У многих, услышав это имя, сразу возникает образ телохранителя в одноименном фильме с Уитни Хьюстон. Из актеров еще отмечу харизматичную Келли Райли, сыгравшая в 2 частях фильма «Шерлок Холмс», Уэс Бентли из «Голодных игр» и узнаваемый Дэнни Хьюстон, снявшийся в фильмах «Большие глаза» и «Во все тяжкое». Сериал вышел в 2019 году и имеет внушительный рейтинг 8,7. Сегодня всем известно, что первыми на Луну высадились американские астронавты. Этот сериал рассматривает альтернативный вариант. Как могла бы развиваться история, если бы первыми на Луне были советские космонавты? Такой ход событий явно изменил бы историю не только космической гонки, но и отразился бы на событиях во всем мире. Сюжет начинается с того, что на Луну первым ступает Алексей Леонов. Этот факт отражается на репутации НАСА. Но для Америки проигранная битва – это не проигранная война. Новый этап соперничества – кто первый построит базу на Луне.
Ради всего человечества фантастический драматический сериал. В актерской команде выделю, пожалуй, только Джоэла Киннамана, известного многим зрителям главной ролью в фильме «Робокоп». В его послужном списке и рейтинговые сериалы «Карточный домик» и «Ханна». В сериале про космическую гонку также задействовано много и других актеров, чьи имена пока мало известны. Сериал стартовал в конце 2019 года, и сегодня его рейтинг на IMDb составляет космические 8,1. Сэнди Камински когда-то успешный актер, но годы славы и успеха позади, и теперь для возрастного актера нет работы в кино. Что уж говорить о главных ролях, когда уже и второстепенные не предлагают. Актер в отставке решается открыть собственную актерскую школу. Норман – бывший агент Сэнди и его друг. Он переживает смерть своей жены, с которой прожил больше 40 лет. Двое стариков скептически смотрят на жизнь. Они оказались не готовы к старости и невостребованности. При всем этом герои с иронией относятся к себе и друг к другу. «Метод Камински» – комедийно-драматический сериал. Невероятное актерское созвездие возглавляет обладатель 2 премий «Оскар» Майкл Дуглас и обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Алан Аркин. Потрясающая игра актерского дуэта, динамичный сюжет, великолепные диалоги и тонкий юмор делают эту историю интересной и насыщенной. Сериал вышел на платформе Netflix в конце 2018 года. Это был последний телепроект Аркина перед его смертью в июне 2023 года. Остросюжетный сериал «Нарко» основан на реальных историях самых крупных наркокартелей 70-80-х годов прошлого века. Первый и второй сезоны сериала рассказывают нам о взлете и падении Пабло Эскобара. Сегодня имя самого безжалостного и самого состоятельного преступника в истории криминального мира знают все. Он поднялся с самых низов до главы наркокартеля. Пытал, убивал и взрывал неугодных. Его необузданная деятельность привела к тому, что власти США объявили ему войну. Третий сезон – это история картеля Калли. После смерти Эскобара он прибрал к рукам весь наркобизнес. Не буду раскрывать все детали сюжета, но поверьте, этот сериал один из лучших на эту тематику. Для лучшего погружения зрителя в атмосферу сериал снят на испанском языке. Роль Пабло Эскобара безупречно исполнил бразильский актер Вагнер Маура. Это один из лучших экранных образов наркобарона. Ну и как тут не отметить Педро Паскаля в роли агента управления по борьбе с наркотиками. В общем, сериал зачетный, рекомендую его к просмотру. Первый сезон этого сериала поведает зрителю историю 3 женщин. Все они жили в одном особняке, но в разное время. Каждая из них сталкивается с супружеской неверностью. В каждом случае события приводят к убийству. Второй сезон рассказывает совсем другую историю. Альма – скромная домохозяйка. О таких говорят серая мышь. Она смиренно живет тихой жизнью, но однажды в ней просыпается непреодолимое желание стать идеальной. Для достижения своей цели она начинает врать, убивать и манипулировать. Ее оппонентка Рита Кастильо. Она красивая, смелая и сильная женщина. Главный ее интерес – деньги, а красота для нее – это сила. Обе готовы на все ради своей цели. Почему женщины убивают? Костюмированный, стильный, комедийно-драматический веб-сериал. Ярких персонажей воплотили целый букет прекрасных актеров. Так что если вы задаетесь вопросом, что посмотреть сегодня вечером, то этот рейтинговый сериал – хороший выбор. Ну что, у меня на сегодня все. Теперь ты вооружен и опасен и знаешь, что посмотреть. Не забудь оставить свой отзыв о просмотренном. Это поможет определиться другим. Смотрите и другие наши ролики, вы найдете там много интересного. Всем пока-пока, услышимся.